Сексуальные отношения ухудшились в паре, что делать? И мой совет и для женщин, и для мужчин: обратите внимание на себя и на своего партнера. Как давно вы отдыхали? Потому что если вы физически измотаны и уставшие, конечно, вам не будет хотеться секса. И, может быть, вам нужен просто отдых. Да, такое тоже может быть. Не надо сбрасывать со счетов просто физику. Просто поехать вместе, отоспаться, полежать на пляже, поесть вкусной еды, поделать массажи. И когда тело отдыхает, в какой-то момент оно наполняется энергией, в какой-то момент тело оживает и вспоминает, что оказывается, у меня есть сексуальные потребности. Где мой партнер? Я хочу секса с ним или с ней. Это первое. И не скидывайте, пожалуйста, это со счетов. Сексом занимается тело. И когда тело опустошено, конечно, секса не хочется. Второе, что может произойти в паре, и что может плюсоваться к первому или существовать отдельно, это когда партнеры эмоционально остыли друг к другу. Очень много накопилось обид, претензий, недопонимания. Они не уделяют друг другу внимания как партнеры. И тогда секс перестает, то есть секс просто показывает, что пары-то, собственно, и нету. Есть два отдельных человека, у которых вместо мощного канала связи, там пару ниточек влево, пару ниточек вправо практически не осталось. Что делать? Нужно снова налаживать эмоциональную связь с партнером. И тогда получается, что эмоциональная связь, она послужит, то есть когда она будет усиливаться, она послужит тому, что вы уберете свои обиды, вы станете больше времени и внимания уделять своему партнеру, вы подумаете снова о нем хорошо, как о каком-то хорошем, привлекательном для вас человеке. И ваше тело, оно начнет обнимать этого человека, оно начнет, если ваше сердце будет говорить «да», ваши руки, ваше тело будет снова привычно прикасаться, обнимать, устанавливать этот контакт. И нет смысла устанавливать контакт телом, когда ваше сердце в обиде. Начинать нужно обязательно с сердца, с вашей души. Третье. Ваше внимание направлено на какого-то другого человека. Вы знаете, я даже здесь не говорю о том, что у него или у нее есть другая женщина, хотя и этот вариант я могу с вами обсуждать здесь. Внимание на другого человека – это может быть внимание на ребенка, это может быть внимание на шефа, это может быть внимание на клиентов. Но все ваше внимание уходит туда, вы поглощены чем-то другим, и у вас нет внимания на партнера, нет никаких обид, нет никакой физической усталости, просто вас нету в отношениях, у вас отношения с кем-то другим. Еще раз, это может быть ваш ребенок, это может быть ваша работа, в каких-то особых случаях это могут быть отношения, у вас есть отношения с вами самой, то есть вы зациклены сильно на себе, и нету поэтому отношений с партнером. Просто посмотрите, где все ваше внимание, о ком вы все время думаете. И это третья часть, из-за чего уходит секс. И четвертое, самое обидное, сексуальные отношения уходят, потому что вы просто не владеете сексуальными практиками и техниками. Ваш секс очень скучный, он просто надоел, он одинаковый. И вы эмоционально друг с другом в отношениях, вы не думаете ни о ком другом, вы партнеры, но вы все время кормите друг друга одной и той же едой. И ваш партнер ничего не знает о изысках секса, и вы ничего об этом не знаете, и вы не экспериментируете, не ищете, не пробуете, не читаете, не развиваетесь. И секс потому не интересен, то есть потому ушел, потому что он не интересен. Наш ум, он все время нуждается в том, чтобы что-то новое происходило. Вот вам
4 отправные точки. У каждой пары они миксуются по-своему, но пятых точек не существует. Ну, наверное, существуют какие-нибудь магические сглазы, порчи, но в этом видео я точно не готова об этом говорить. Но если ничего такого сверхъестественного не происходит, ну, обратите внимание на это и посмотрите, где вы потеряли контакт. Секс — это всегда про контакт. И поверьте, я сексолог с многолетним стажем, секс никогда в паре не утихает, он не должен утихать. Из-за того, что и у него, и у вас при каждой встрече сексуальной другие гормоны включены, другой гормональный коктейль, это очень интересная встреча. Это необыкновенное притяжение, им нужно только уметь пользоваться. Так что пусть в ваших спальнях будет жарко. Ваша Диана вам этого желает. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, это очень важно для меня. И подпишитесь на мой канал. Каждую неделю выходит 2-3 новых видео, и вы всегда можете быть в курсе всех новинок. И уверена, ваша жизнь будет меняться к лучшему.